на пешеходных переходах. Потому что в Польше, особенно в этом городе, ввели в школе такие правила, что если ученик плохо учится, тогда родитель этого ученика должен дежурить на пешеходном переходе, на пешеходном переходе. То есть с 7 часов до полдевятого он дежурит. То есть останавливает автомобили, когда собираются дети, школьники и переходят дорогу, пропуская школьников. Потом отходит, имеет такую длинную палку, на котором конце табличка «Стоп» имеется. И вот так родители дежурят возле школ. И, конечно, позорят своих детей. И с правой стороны порт, речной порт. Свобода есть? Есть, свобода есть. Наша свобода стоит. Здесь плавали, знаем, на этом корабле. Не только мы плавали на этом корабле, но вот канал с левой стороны, да, выкопан. Не только мы, но и папа римский Иоанн Павел II. И длинный. Тоже. Ну, тут некоторые хвалятся, что были даже в его каюте. Я была. Где теперь музей. И вот сейчас мы увидим с правой стороны еще один шлюз. Был дыра, ремонт был. Сделали железный теперь. Вот он. Ну вот, течет. Плохо сделали. Вот с правой стороны еще один шлюз. О городе мы можем только сказать, что городские права сам город получил только в второй половине 16 века. До Люблинской унии этот городок и Августовская пуща принадлежала Великому княжеству Литовскому. И вот двоечник, то есть родитель стоит уже двоечника, сейчас вы можете увидеть перед нами возле бедренки. Это, наверное, пенсионер. Это дедушка, вот ходит, так сверху мы видим, то останавливает, то не останавливает. Вы увидите с правой стороны его. Школа ему выдала куртку, чтобы его все видели. Вот, и бегает туда-сюда, туда-сюда. Потому что школьники ездят на велосипедах, проходят, да. Сейчас вы увидите его. Да. И папа стоит. И да, и стоят папы. Только папы. Мамы не стоят. Вот, с правой стороны. Папа двоечник. Вот, с правой стороны, да? Потому что с правой стороны мы имеем школу.
Монастир в Ченстахова. Матері Божої Ченстахової. No właśnie, a was było czy nie? Masz takiego brata? A powiedz mi, co tu nie ma. В прошлый раз, когда я была, здесь был дождь. И очень сильный. Каплица Матки Боской. До 5 часов открыта. Liceum i Technikum ZSZ Wyszków.
Это, наверное, жарко. Она на колени уже всю дорогу. Я только до поворота дошла, а деньги положила и уже отсюда шла. Уже все колени. Да я Уже не могла даже передвигать ноги. денег я не могу, у меня одна больная вообще. У меня правая больная. А, тут и мы были. А вот Приехал, это последний класс. И у них традиция. у нас то же самое. Я первый раз Ученики 12 класса перед экзаменами. Да? С начала учебного года Тоже приходят. сюда и каждый со своей проблемой, да? чтобы этот год Все понятно. У нас каждый год тоже в школе, вот на нашем костеле. У нас он с Польши приехал такой, знаешь. Вся молодежь там у него. Вся. Вот экскурсии постоянные. Doskonale to zabrać. Dziękuję serdecznie. Można powiedzieć, że pierwszy test Reniki zdaliście. Jak to mówią, 3+. I ktoś powiedział bardzo mądrze, wszechmogący. Kto to powiedział? Ręką do góry? Świetnie. Kolejną imię? Посмотри сзади. Я видела его. Mateusz uczy. Z której szkoły jesteś? ZS3 ze Skrolenki. Cudownie. Także w internecie. Да, органа там. Dziesiąt się cieszy. Dobrze. И вот еще один. Także Damian powie, żeby ci nie było nigdy. Dobrze. Это зеленый зал, есть еще залы. Ale kiedyś to wszechmoc Pana Boga, Посмотреть бы надо. powiem Wam, że nie zastanowiony. Jeżeli Bóg jest wszechmogący, to znaczy, że może wszystko. Tu zakrystia, nie zwiedzamy, nie robimy zdjęć. Не, Tu вот. tylko jest coś. Пойдем на улицу, там еще интересно. Так, мы вот здесь не были. Голгофа. Eugeniusz, który pierwszy klasztor na Morze Kilisz, na Węgrzech otworzył i nazwał klasztorem Świętego Krzyża. Нет, это лютеранов. Да? Да, это у них только флаги такие. Даугавпилс такой же есть тоже, лютеранов. Я ходила поэтому я тоже никогда не знала, что такое. Просто сейчас здесь выставки, видишь? Наверх мы зашли, где органы.
Какие картины, посмотри. Огромные. Как эту матушку зовут-то? Częstochowa. Matka Boska Częstochowska. Чуть не упала. Вот только не видно, какие двери. С ума сойти. Я себя в зеркале увидела. Народу, это ж Да, это когда епископ приезжал, да. Да, епископ приезжал. потом сюда приезжал. Угу. Он и к нам приезжал, Павел II, Ян. В Шинчонисе был. Везде был. Перед самой смертью. Tu mamy portret Jadwigi, ale ja to mówię tak, mamy technologię, wszystkie Ну что, мы за сувенирами успеем? Успеем. Время надо 3 часа, чтобы обойти. Поэтому я говорю, очень мало времени, час он сделал. Я даже в прошлом раз вон там не было. Где-то. Там где-то сказал. На какой-то улочке. По улочке вот здесь, наверное, выход. Но а где я видела, там такие красивые статуи были. С правой стороны, а вон там впереди, вот я ее ищу. Да. Сзади за нами там туалеты есть. А вот это зал папский. Это эти пап римские. Епископы. Да, он говорит, пройти там. Вот сюда он сказал пройти. Наши назад туда пошли. Куда пошли? Туда пошли все.
Мы при выходе с тобой видели. С левой стороны. Это здесь не видели. А здесь? Ну, тебе сегодня надо приз какой-то дать за коленки. Говори. Но ничего, коленка не болит. Ну вот, видишь, и прошла. А уже да, я прошла в одну Где ты сторону. становишься там на колени? Я не поняла. В самом начале возле алтаря. За золотой этим забором надо кругом обойти. Потом доходишь до алтаря, где Так, сидят все ну, да, да. епископы. Становишься на колени, вокруг алтаря идешь. Я там дальше денежку бросаешь. И дальше уже выход, еще пройтись там 5 метров какие-то. Но я уже не смогла. У меня адская боль в коленях. Анжи говорит, вставай, хватит. Конечно. Я встала. Но чуть-чуть не прошла. А прошлый раз я не ходила вокруг, а Анжи с женой Ходили. просто ходили, не на коленях. А вот сегодня... вы просто, Да, я бы просто тоже пошла. да. прошла бы. А сегодня все почему-то на коленях шли. Да. Уже знаю, что Анжи с женой не шли на коленях. Молодежи сколько здесь. Ну так что ты хочешь? Все школы согнали. Не согнали, ладно, но мы когда, помнишь, во Вроцлаве были, там тоже полно молодежи. Да, да, Чё молодежи говорить-то? везде полно. Полно молодежи. Да. Ну, потому что здесь же приезжих очень много учится. Даже наших литовцев полно. Да, конечно, господи. Моя соседка здесь А тут закончила. полно литовцев даже живет. Да. Моя соседка, девочка, закончила здесь. И в итоге Она училась на польском здесь языке? Да, здесь на польском училась. Вот я и говорю. Вот, а в школе училась на русском. Здесь закончила она. Ну вот считай, 3 языка знает: литовский, Да. русский, польский. И еще иврит знает. Иврит. Да. Она вышла замуж за поляка, Ага. а он Не немнож- беги. Он немножко при военном, Давай, как я тебя сказать, при притормажу. охране. Ага. Вот, в Израиле. И сразу же им дали квартиру, все. Она В там, Израиле? да. И она их там уже 2 родила там. Вот так. Дети все израильские имеют гражданство, но вырастут, могут взять и литовское. Ну да. Вот. Она их же в Израиле родила. Да, Они же коренные там. да, и они учатся в школе специальных, не в русских, а в этих. Ага. Вот, и она иврит знает, потому что она работает. А надо знать язык, если работаешь. Конечно. Она говорит, иврит тяжело выучить. Я знаю наших родителей. Тяжело.